4 месяца назад Россия начала свое наступление, главный удар которого пришелся по городу Авдеевка. Это направление оказалось весьма предсказуемым, так как в этом месте был украинский выступ, вгрызающийся в российскую оборону вплотную к Донецку. Изначально россияне рассчитывали на быстрый прорыв украинской обороны мощными ударами механизированных частей с севера и юга при поддержке большого числа ударных вертолетов Ми-28 и последующим окружением украинских войск в городе. Но эта затея быстро провалилась. Российские колонны уничтожались еще на подступах, так как быстро выявлялись с помощью дронов и уничтожались украинской артиллерией. На юге продвижение составляли лишь сотни метров, ценой огромных потерь, а пересечь заминированные поля у российских войск за 4 месяца боев так и не получилось. На севере, спустя месяц массированных атак, россиянам удалось продвинуться от Красногоровки и закрепиться вдоль железной дороги, откуда они уже впоследствии начали атаковать село Степовое и Авдеевский коксохимический комбинат, хорошо укрепленную промышленную зону на северо-западе от города. Поняв бесперспективность массированных ударов с использованием бронетехники, россияне перешли к проверенной тактике использования малых пехотных групп, которые хорошо себя показали в Бахмуте. Так, в декабре при массированной поддержке артиллерии, которая перемалывала украинские оборонительные сооружения, россиянам удалось захватить промзону на юге города, а в январе обошли украинскую оборону в районе ресторана «Царская охота», используя подземный туннель, который россияне соорудили из заброшенного коллектора, который предварительно расчистили и отремонтировали. Тем самым российские войска зашли в частный сектор на юге города и поставили под угрозу украинские войска на позиции «Зенит», мощные укрепления, которые держатся вот уже 10 лет. В феврале российским войскам удалось прорвать оборону на севере в районе частного сектора со стороны Веселого и Красногоровки, в результате чего сейчас россияне вышли к мосту через железную дорогу и теперь находятся всего в километре от главного логистического маршрута снабжения украинских войск в Авдеевке – дороги 0542 и Индустриального проспекта. Второй логистический маршрут находится на юге, в 2 километров от линии фронта, и проходит через Тоненькое и Северное. Ситуацию еще нельзя назвать критической, но она уже крайне сложная для украинских защитников. Ширина горлышка сейчас составляет порядка 5 километров, и вряд ли россиянам удастся быстрым ударом его сомкнуть и окружить украинцев. Тем не менее, данная ситуация вынуждает украинское командование принимать тяжелые решения по отводу войск из наиболее глубоких позиций, или же предпринимать контратакующие действия для стабилизации фронта, которые однозначно приведут к большим потерям, нежели отсиживание в обороне. Один из возможных вариантов – это отход из части Авдеевки в частном секторе и закрепление вдоль железной дороги в квартале номер 9 и Авдеевском коксохиме, наиболее укрепленных позициях украинских войск в этом секторе. Впрочем, если украинские командующие найдут где-то резервы для контратаки, ситуация может стать диаметрально противоположной, так как российские вклинивания с логистической точки зрения еще менее надежны, чем у украинцев в Авдеевке. Но похоже, что на данном этапе войны Украина испытывает серьезные трудности как с точки зрения ресурсов, так и пополнения личного состава. Это, вероятно, будет вынуждать выравнивать линию фронта для ведения более эффективной обороны. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен вашей поддержке видео лайками, подпиской и комментариями.